Всем привет! Итак, сегодня будем клеить щит размером 70 на 50, ну и толщиной 40. Это будет столешня. Так, с чего я начал? Начал я с того, что уже заготовки склеил. У меня щит из двух частей получается, где-то, примерно пополам. Я это не снимал, тут все просто. Почему именно так? Потому что 50 сантиметров в рейсмусе не проходит в моем, поэтому приходится разбивать на две части. Вот. И проходить рейсмусом эти части отдельно, а потом вместе склеивать. Вот эту технологию я сейчас все и покажу. Ну, для начала, значит, прогоним в рейсмусе с двух сторон в размер. То здесь 45, толщиной нужно 40. В размер сделаем обе части. Итак, щиты в размер по толщине. Все. Теперь прострогаем края, чтобы были ровные. Торцуем в размер.
Все готово, теперь будем склеивать. Прикладываем щиты друг к другу, чтобы было заподлицо как по торцам, так и по плоскости. По торцам уже в размер. Здесь у нас припуск, ну, около сантиметра. Будем еще обрезать в размер. Щит почти готов, осталось совсем немножко. Я здесь прострогал одну сторону, сделал базу, для того, чтобы потом на распиловочном нам отрезать в размер. Вот. Вместо склейки можно зачистить, если есть перепады, циклей аккуратно, ну или рубаночком небольшим. Вот. Ну и в конце, конечно, шлифмашинкой пройти. Это само собой. Так, ну сейчас распиливаем. Ну вот и все, дорогие друзья. Больше мне, в общем-то, по щиту сказать нечего. Единственное, что... Какой вывод? Вывод такой, что если щит достаточно широкий, вот, в глубину, то делать его надо по частям. Потому что в наши рейсмусы бытовые не помещается он полностью. Вот, и вполне получается нормальный результат. Ну, пользуясь случаем, раз уж я показал здесь свою циркулярку, вот, хочу посоветовать, особенно начинающим столярам, делать такую циркулярку в рабочем столе, в сборочном. Она делается очень просто, снизу просто прикручивается, значит, электрическая тут, ну, обезьянка, проще говоря. Ну, желательно помощнее, там, киловатта 2, чтобы доску 50-ку резала. Вот, у меня здесь немножко посложнее. Здесь у меня диск стоит на валу, вот, а сама пила, она служит приводом. Ну, и для того, чтобы жесткость диска была получше. Ну, можно и просто поставить пилу непосредственно. Ничего страшного. Диск, в общем-то, легко убирается, откручивается и как рабочий стол. А надо распилить какой-то щит, вставляем его, пилим. Вот, то есть это экономия места. Ну и вообще появляется новый станок распиловочный. Для фанеры, например. Ну, на этом все. Всем удачи, до встречи.